Это ж каким бессердечным человеком надо быть, чтобы не любить мамины котлеты. Вот я мамины котлеты любил с самого детства. А теперь люблю котлеты, которые готовит моя жена. Одним словом, сегодня я хотел бы поделиться с вами всеми секретами наших домашних котлет. Начнем с мяса. Мы берем говядину. Говядину очень хорошую, зачищенную от всех пленок, от всех жилок. Котлеты должны быть нежными, но к говядине непременно добавляем какое-то другое мясо. Сегодня я взял баранину. Вы можете взять то мясо, которое есть у вас. Самое главное, чтобы оно было достаточно жирное. Но это еще не все секреты. Мы берем довольно много лука. Лука, нарезанного полукольцами. Но мы не закладываем лук в котлетный фарш сырым. Мы лук непременно обжариваем. И засыпаем лук грамм 500, а может быть и все 600. Лук жарим, пока он не размягчится, не уменьшится в объеме, не станет золотистого цвета и не начнет испускать очень вкусный запах. Это секрет номер 2. Секрет номер 3. Хорошая белая булочка. С нее надо обрезать всю корку. Корочка пойдет в кормушку птичкам, а мякиш разламываем на мелкие кусочки. В общем-то, процесс не слишком сложный. Хлеб в наши котлеты мы добавляем вовсе не с той целью, с которой когда-то добавлялся хлеб в столовские котлеты. Нет, вот этот хлеб сделает наши котлеты нежнее, воздушнее, ароматнее, потому что этот хлеб я сейчас залью теплым молоком. Помню, в детстве я любил такой хлеб. Да, хлеб, залитый холодным молоком, я его вот так и ел. Не забыть помешивать лук. Вот теперь можно заняться мясом. Обыкновенная мясорубка с хорошо заточенными, тщательно подогнанными ножами. Горсть говядины, горсть баранины. Следите, чтобы струйки мяса равномерно вытекали со всех дырочек. Если где-то застревает, значит, надо разобрать мясорубку и убрать пленочку, которая там намоталась. А в следующий раз тщательнее филировать мясо. О, луком запахло. Как, здесь лук? Отлично, превосходно. 4-й секрет наших котлет. В обжаренный лук мы добавляем немного чеснока. 3-4 крупных зубчика. Чеснок долго не жарим. Достаточно его прогреть вместе с луком и маслом. Ну а теперь выключаем огонь и хорошо бы дать остыть луку. Лучше вынести его на свежий воздух. Не забудьте подумать о гарнире. Мой любимый гарнир к котлетам – это картофельное пюре. Пойду поставлю картошку варить в кипящую подсоленную воду.
каждый сорт картошки варится в свое время. Ну, надо проверять. Мягкое стало, вот и хорошо. Но нам еще необходимо закончить работу с фаршем. А лишнее молоко из хлеба я отжимаю. Не надо слишком много жидкости в фарше. Ну, а где лучок? Если готовим котлетный фарш с запасом, то есть будем жарить котлеты потом, то необходимо, чтобы лук остыл полностью. В этом случае хорошо было бы, чтобы и мясо тоже было холодное. И даже шнек мясорубки полезно охладить в морозильнике, прежде чем начинать проворачивать мясо. То есть необходимо соблюдать безопасную температуру для хранения мясных фаршей. Но если мы будем жарить котлеты прямо сейчас, то ничего страшного, если лук будет иметь температуру 30-40 градусов. И руки у меня имеют примерно ту же самую температуру. Вместе с луком в фарш попадает некоторое количество растительного масла. Я убедительно прошу вас не беспокоиться из-за этого. Дело в том, что наш фарш намного постнее. Жирность в нем намного меньше, чем жирность любой колбасы, любой сосиски. И уж, конечно, намного меньше, чем жирность покупного фарша. Ведь фарш у нас свой, домашний. Дорогие друзья! Почти что каждый год я принимаю участие в международных кулинарных конкурсах. И многие из моих книг получили заслуженные награды в Париже, во Франкфурте на Майне, в Пекине, в Макао, в Янтае. Но вот эта книга «Казан» получила в год своего издания гран-при. То есть это фактически Оскар в кулинарной литературе. В этой книге я впервые применил новую систему записи рецептов. Ну, во-первых, мы продумали пиктограммы, то есть особые значки для обозначения каждого вида продуктов. Во-вторых, мы продумали пиктограммы для обозначения того, какой огонь должен быть под казаном. Вот большой огонь, средний, маленький, как он направлен, строго в центр или равномерно. И в этой книге рецепты рассказываются немного по-другому, не так, как в других моих книгах, либо книгах других авторов. Здесь большое внимание уделяется способу нагрева продуктов в казане. И именно благодаря этому можно получить отличный результат. Вот, например, посмотрите, как здесь все устроено. Верхняя строка, самая верхняя строка показывает, какие продукты когда вступают. Здесь лук, здесь морковь, здесь помидоры, здесь соль и перец. Вторая строка показывает, на каком огне следует готовить на данном этапе приготовления. Сколько минут, при какой температуре. Но если есть чем измерить температуру. А если нет чем измерить температуру, так вот здесь, в подвале, не только фотография, но еще и описание, каким должен быть огонь под казаном. Дальше. Вот здесь идут коротенькие буквально смс-ки. Что надо делать прямо сейчас? Добавьте порезанный полукольцами лук и накройте казан крышкой. Все очень понятно и просто. И тем более, что есть подробнейшая фотография. А вот уже ниже, буковками помельче, подробно написано, почему надо готовить именно так. В книге очень много фотографий, в которые я вложил очень много сил. И это такие, можно сказать, художественные фотографии. Например, вот так выглядит шафран при приближении. Одним словом, книга такая, что вы не пожалеете. Хочу сообщить, что теперь книгу «Казан», как и многие другие мои книги, можно купить только в моем интернет-магазине. Каждый желающий может получить
надлежащий автограф на книгу. Ну, кроме того, на моем сайте Стали.ру постоянно действуют какие-то акции, скидки. Можно, например, купить 2 какие-то книги, а 3 получить бесплатно. Запоминайте, stalik.ru. Приходите, мы будем вам очень рады. Ведь фарш у нас свой, домашний. Мы знаем, из чего его сделали. Фактически из отборного мяса. Все, что необходимо сделать с этим фаршем, правильно его посолить. Здесь было 2 килограмма мяса. Я не учитываю количество лука, я не учитываю количество белого хлеба. На каждый килограмм мяса необходимо взять столовую ложку без верха, ну, может быть, чуть меньше соли. Грамм 18, может быть, даже 20. Примерно пол-столовой ложки черного перца. Убедительно прошу не беспокоиться. От этого наши котлеты станут только аппетитнее. Их 2-летние малыши тоже будут есть. И, наконец, 5-й секрет наших котлет. Мы не добавляем в котлетный фарш яйца. Мы добавляем пол-столовой ложки крахмала. Фарш необходимо тщательно перемешать и вымесить. Если у вас на руках маникюр, то используйте латексные перчатки. Если у вас просто чистые руки, то можно вымесить и чистыми руками. Вы понимаете, для чего некоторые люди добавляют в фарш яйца? Для того, чтобы котлеты не трескались. Но для этого есть другой секрет – тщательное вымешивание фарша. А для чего мы добавляем крахмал? Дело в том, что даже самый маленький кусочек мяса после мясорубки все еще содержит в себе достаточное количество сока. С нагреванием этот сок начнет выделяться. Вот здесь-то его поджидает крахмал. Крахмал превратит мясной сок, фактически в мясной кисель. Это затруднит выход мясных соков наружу, в масло, вон из котлет. Поэтому наши котлеты получаются очень сочными. Видите, какой фарш? Да он просто излучает из себя нежность. Пока мы будем заниматься картофельным пюре, пусть фарш постоит в прохладном месте. Картошечка готова? Отлично готова. Сливаем горячую воду, но картошку из горячей кастрюли не вынимаем. Пюре будем делать прямо в горячей кастрюле. У меня кастрюля не просто горячая, она чугунная, фактически казан. А вот то и хорошо. Посмотрите, что понадобится для пюре из примерно 1,5 килограммов картошки. Граммов 120-150 сливочного масла, которое мы заранее порезали кубиками, чтобы оно приняло комнатную температуру. Подогретое 35-40 градусов молоко. Пару желтков. Но самое главное, что вам необходимо для получения хорошего картофельного пюре, вот бабушкина толкушка. Я вас умоляю, не используйте никакие блендеры. Я прошу вас, заклинаю, нет, нельзя ни в коем случае, если только перед вами не стоит цель получить хороший обойный клей. Значит, только толкушечкой. Да-да, я солил воду, когда варил картошку. Но кто знает, сколько соли проникло внутрь этой картошки? Давайте попробуем. Не надо ли досолить? Я бы досолил. Вот теперь, когда картошка хорошо размята, начнем добавлять сливочное масло. Не думайте, что это огромное количество сливочного масла. Нет. Огромное количество сливочного масла в картофельное пюре закладывают
в очень дорогих, в очень высокого уровня французских классических ресторанах. Там на килограмм картошки могут заложить 500-600 грамм сливочного масла. И картофельное пюре получается настолько восхитительным. Впрочем, что я забегаю вперед? Я обязательно покажу вам этот рецепт в следующем году. Необходимо вбивать сливочное масло до тех пор, пока оно не растает полностью, пока оно не пропитает каждую крупинку картофельного пюре. Пюре стало уже очень нежным, буквально воздушным. И теперь самое время развести его молоком, добиться правильной консистенции. Я заготовил 250 мл молока, но чувствую, что больше не надо. Пюре уже очень хорошее. И температура. Температура пюре как раз подходящая для того, чтобы добавить желтки. Ведь если бы мы добавили желтки в очень горячую картошку, они просто-напросто бы сварились. А необходимо, чтобы желток равномерно распределился по всему картофелю. Какая красота! И вы знаете, пюре, вот всего лишь нас 2 желтка, волшебным образом меняется. Оно больше не сопротивляется моей руке. Оно нежное. Если кто-то захочет протереть пюре через сито, то имейте в виду, что после этого придется добавлять еще немного сливочного масла и еще немного молока. Но и то, что у нас получилось, просто чудо как хорошо. Чтобы пюре не остывало, я уберу его в теплую духовку. Пусть постоит и подождет готовность котлет. Ох и фарш, ну и фарш. Прямо не налюбуюсь никак. Руки сами торопятся в мисочку с водой, чтобы смочить их, чтобы фарш не лип к рукам, чтобы котлеты получались такими, какими надо. Я многовато. Выбиваю котлету, тщательно выхлопываю, чтобы внутри мясного фарша не осталось ни одной трещинки, чтобы внутри мясного фарша не оставалось ни одной полости. Дальше эту котлетку я превращаю буквально в блин. И слушайте внимательно. Это 6-й секрет наших домашних котлет. Вот здесь в середине необходимо оставить воздушную полость. Для чего? Ровно для того, чтобы в ней собирался сок из котлет. Послушайте внимательно, в чем состоит эта гениальная идея. Любое мясное изделие, едва попав в горячую среду, начинает сжиматься. Из-за этого из мяса выделяются соки. Если внутри мяса есть какая-то полость, то этим соком все равно куда выделяться, наружу или вовнутрь. По крайней мере, половина мясных соков соберется внутри котлеты. Ну а что делать с мясными соками, выбегающими наружу, мы сейчас поговорим. Еще раз минуточку внимания. Видите, как фарш сделан? Практически в блин. Подворачиваем один конец, не прижимаем. Второй конец конвертиком складываем. Переворачиваем. Начинаем разлаживать. Все, пора нагревать сковороду и наливать масло. Масло я наливаю много не потому, что очень люблю жирные котлеты.
жирность котлет не зависит от количества масла в сковороде, но от количества масла зависит равномерность прожарки котлет. Послушайте меня, сделайте один раз так, как я вас прошу. Масло нагрелось, от масла хороший запах должен пойти. Вот выбор масла очень важен. Необходимо взять такое масло, чтобы не испортить вкус наших восхитительных котлет. Обмакиваем котлеты в муке, лишнюю муку отряхиваем и перекладываем непосредственно на сковородку. По сути дела, после того, как мы опустили в сковородку целых полкило достаточно прохладного фарша, температура масла там остыла, но тем не менее и огонь тоже надо прибрать. Прибрать для того, чтобы котлеты не только обжарились снаружи, но и пропеклись внутри. Посмотрим, как получается. О, по-моему, уже хороший цвет, и пора перевернуть. Молодым людям хочу совет дать. Познакомился с девушкой, пригласила она тебя домой. Ты понюхай, как у них дома пахнет. Пахнет вот такими котлетами. Парень, женись, не упускай своего счастья. Кажется, котлеты уже вполне готовы, и пережаривать их – это грех. Послушайте меня, еще один секрет наших отличных котлет. Не пережаривать. Не пережаривать, но готовые котлеты я бы советовал убрать в закрытую гастроемкость и поставить их в ту духовку, где у нас уже пюре стоит. В моей библиотеке немало кулинарных книг, но одна из них написана в конце XIX века, и это книга о русской кулинарии. В этой книге написано 58 страниц про то, как готовить котлеты. Среди прочих советов автор дает совет добавить в котлеты понемногу колотого льда, чтобы улучшить их сочность. Я бы хотел развить эту богатую идею и добавить кубики не просто льда, а кубики замороженного бульона. Послушайте, вот сделали фарш, а кости, пленочки, жилки куда девали? Вот он, бульон, который должен быть в каждом хорошем доме, хранится в морозильнике, либо в свежем виде в холодильнике. Точно так же, только теперь я не просто оставляю полость, а заворачиваю внутрь котлеты кубик готового бульона. Главный секрет хорошей кухни в бережном отношении и в полноценном использовании всех продуктов, которые дает нам труд. Заработал, принес домой. Не разбрасывайся, используй как следует.
И опускаем горячее масло. Осторожненько. Я предвижу комментарии. Кое-кто напишет, что это не для простых людей, что до революции такие котлеты могли себе позволить только барин. Ну теперь послушайте. Вот наши, ваши деды 102 года назад зачем устраивали эту революцию? Чтобы все питались как холопы? Я считаю, что цель революции заключалась совершенно в другом. Цель революции состояла в том, чтобы каждый человек, который честно трудится, имел возможность питаться так же, как барин. Да ладно, оставим это слово. Барин, холоп, нехорошо все это. Но в 21 веке здоровые, крепкие, образованные люди должны кормить своих детей достойной едой. В этом я абсолютно убежден. В принципе, вместо бульона можно было бы положить в эти котлеты и кусочек масла. Кусочек масла, смешанный с зеленью, чесночком, чем-то ароматизированный. То есть мы получили бы примерно то же самое, что, не знаю, год назад или больше того, я публиковал ролик о куриных котлетах. Не все тогда его поняли. Попробуйте посмотреть на него свежим взглядом. Может быть, вам понравится. Ну вот, все готово к подаче. Скажете, котлеты с пюрешкой это какое-то такое домашнее проходное блюдо? А это смотря как подать. Вот подайте его со свежими огурчиками и помидорчиками. Подайте его с хорошей зеленью. Ну а теперь наше главное блюдо. Пюре. Мне кажется, оно в духовке постояло и стало еще лучше, еще краше. И котлеты. Вот это вторая партия. Те, что с бульоном. Я постарался сделать здесь корочку светлее. Уменьшил огонь. И вторая партия. Сейчас самое правильное. Разрезать котлеты и сравнить. Которые же получились сочнее? Те, что с полостью внутри, или те, в которых по кубику бульона было заложено? Однако пусть это будет вашим домашним заданием. Я хочу, чтобы и у вас был повод сказать своим родным, близким, гостям: дорогие мои, приятного аппетита! Книга «Таджин», «Кускус» и другие марокканские удовольствия.
Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле, что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдулла, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом пошли на улицу и посмотрели, как готовят в таджинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то соберется поехать в Марокко. Но в целом эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. Вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите 2 другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов!